Глава 666. Быстрее ветра. Повернув голову, женщина не заметила преследователя, но громыхания становились громче, словно он приближался к ней. Ее лицо мгновенно побледнело, и она стала в ужасе озираться по сторонам. В тот момент она, казалось, что-то поняла, и тут же метнулась вперед на полной скоростью. Секунду спустя из пустого пространства вспыхнул серебряный свет, который вскоре исчез. Когда серебряный свет снова вспыхнул, он появился на расстоянии 300 метров. Внутри серебряного света можно было разглядеть крылатый силуэт Ханли. Ханли взглянул на женщину, которая перемещалась в виде полоски красного света, и удивился скорости ее передвижения. Технику движения женщины можно было сравнить с его собственной техникой движения грозовых крыльев. Казалось, что в мире действительно существует непостижимое количество техник. Ханли почувствовал печаль в глубине своего сердца, но долго не колебался. Он тут же расправил свои крылья и появился перед женщиной. Затем он резко взмахнул рукой, высвобождая из кончика пальца лазурный меч. Женщина побледнела от испуга и громко закричала: «Старший, пожалуйста, пощадите меня!» Затем красный свет, окружающий ее тело, блестяще сверкнул, сочетая в ней несколько лазурных световых лент, образуя вокруг нее световой барьер. Ханли слегка нахмурился и молча взглянул на женщину. 5 полос световых мечей конденсировались в нитку и начали атаковать световой барьер. Раздался приглушенный грохот. Этот барьер огненно-ветреного элемента был действительно мощным, поскольку смог блокировать первые 3 атаки мечей. Но на 4-ю атаку барьер не выдержал, к великому разочарованию женщины. 2 полосы меча поразили ее жизненные силы, прежде чем она смогла отреагировать. Ханли взглянул на падающее тело женщины и покачал головой, а затем выпустил из пальца огненный шар, испепелив труп женщины. Оставшиеся после нее магические сокровища и сумку для хранения он приманил к себе. «Если бы я не убил тебя, то культиватор зарождающейся души дьявольского начал бы преследовать меня», — Ханли вздохнул, и позади него снова вспыхнула молния. Он высвободил свое духовное чутье, преследуя другого убегающего. Следующей целью был культиватор в черном, у которого был самый высокий уровень культивации. Он был на пике средней стадии формирования ядра и в шаге от вхождения в позднюю стадию. Выбрав направление, Ханли похлопал по своей сумке для хранения духовных зверей и выпустил большое количество черных золотых прожорливых жуков. По приказу его духовного чутья они сразу же сгустились в несколько дюжину трехцветных лезвиями, а затем разлетелись в направлении культиваторов стадии заложения фундамента. Поскольку у них был низкий уровень культивации, Ханли не собирался тратить свое время понапрасну и решил использовать для этого жуков. Вместо этого он решил лично разобраться с культиваторами формирования ядра. В конце концов, культиваторы формирования ядра были очень быстрыми, так что жуки не смогли бы догнать их. Жуки могли быстро преодолевать небольшие расстояния, но на дальней дистанции у них не было ни шанса. Культиватор в черном летел на сверкающем кинжале с угрюмым выражением на лице. Он и представить себе не мог, что встретит культиватора зарождающейся души, когда отправится искать 6-го младшего боевого брата. Хотя он не знал, имел ли этот культиватор какое-либо отношение к его смерти, он знал, что культиваторы секты контроля над духом как-то связаны с ним. Похоже, что он гнался за ними не просто так. Было очевидно, что они каким-то образом спровоцировали его, вовлекая секту духовного призрака в перекрестный огонь. Даже если культиватор зарождающейся души изначально не имел плохого намерения в отношении них, не было никаких сомнений в том, что он попытается их убить, чтобы заставить замолчать. Несмотря на это, теперь в его расследование об убийстве 6-го младшего боевого брата был вовлечен культиватор зарождающейся души, а это означало, что он уже не мог с ним справиться. По возвращении он сделает доклад своему мастеру, чтобы он разобрался с этим вопросом. Поскольку этот культиватор осмелился преследовать культиваторов формирования ядра дьявольского таких как они, это означало, что этот эксцентрик не был связан с какой-то сектой. Он мог быть бродячим культиватором, иначе он бы не посмел оскорбить дьявольское Пока культиватор в черном размышлял над этим, он внезапно услышал позади себя странный грохот. Он был довольно прерывистым и исчезал в то же мгновение, как только появлялся. Встревоженный культиватор в черном тут же обернулся назад, однако он увидел только вспышку лазурного света перед тем, как у него все потемнело в глазах. Ханли безмолвно взмахнул рукой и достал из трупа гигантский лазурный меч. Хотя этот человек летел, активировав вокруг себя световой барьер, перед облачными бамбуковыми мечами он был бессилен. И культиватор, и световой барьер были разрублены с одного удара. Ханли тут же переместил свой взгляд вдаль. Управляя 2 темно-зелеными черепами, ученый в расшитой одежде нервно оглядывался по сторонам.
Несмотря на то, что он убежал так далеко, он прекрасно понимал, что пока его духовное чутье культиватора зарождающейся души окутывало его, момент, когда его догонят, был лишь вопросом времени. Поэтому он тоже высвободил свое духовное чутье на полную мощность и летел так быстро, как мог. Однако он все равно чувствовал, что сердце его бешено бьется от страха. Когда внезапное чувство беспокойства охватило его, он повернул голову и почувствовал, как его сердце ушло в пятки. Неподалеку от него появился юноша лет на 20 на вид. Он был в лазурной одежде и радостно улыбался ему. Но прежде чем культиватор в расшитой одежде успел сказать что-либо, юноша заговорил дружеским тоном. Очевидно, господину Даусу было нелегко бежать так далеко, но, к сожалению, я появился у тебя на пути. Сказав это, Хань Ли взмахнул рукой, распространяя бесчисленное количество золотых пятен в небе. Эти пятнышки мгновенно образовали огромное золотое облако, окутав собой небо. Культиватор в расшитой одежде успел только издать жалобный крик, а затем золотое облако его тут же окутал вместе с его магическим сокровищем. Через мгновение золотое облако рассеялось, а от культиватора не осталось и следа. Выражение лица Хань Ли изменилось, увидев это, и он пробормотал: эволюционировавшие золотые прожорливые жуки еще страшнее, чем я думал. Они поглотили магическое сокровище в мгновение ак. Они на самом деле заслуживают свою репутацию. Затем он взмахнул рукой, и жуки неохотно вернулись к себе в сумку. Хань Ли нахмурился при виде этого. Поскольку сила жуков возросла, жуков стало сложнее контролировать. В результате Хань Ли был огорчен своей беспомощностью. Хань Ли снова исчез по вспышке серебряного света, оставляя после себя раскаты грома. Хань Юнь же летела, стоя на белоснежной птице, в виде 15-метровой полоски белого света. В этот момент и птица, и всадник были окутаны мягким светом. Благодаря красоте женщины, это выглядело так, словно она была каким-то потусторонним существом. Однако в настоящее время у нее было серьезное выражение лица, а в руках она сжимала нефритовый диск размером с ладонь. Она постоянно следила за окружением, меняясь в лице. Полированный нефритовый диск пульсировал удивительной изумрудной ци, по всей его поверхности были выгравированы множество разнообразных магических иероглифов серебряно-золотого цвета. С одного взгляда можно было сказать, что это необычное сокровище. Центр нефритового диска был гладким, как зеркало, и в нем было 6 пятен красного света, которые мерцали, словно светлячки. В этот момент пятнышко света просветлело и внезапно исчезло из виду. Когда Хань Юнь увидела это, она невольно поджала губы от беспокойства и пристально уставилась на диск. Однако через мгновение яркие вспышки вспыхнули и исчезли из виду. Внезапно выражение лица Хань Юнь изменилось. Когда исчезло еще одно красное пятнышко света, на нефритовом диске осталось только 2 пятнышка. Хань Юнь аккуратно смахнула прядь волос с лица и горько улыбнулась, пробормотав про себя: помимо младшей боевой сестры Лю и меня нет других выживших. 4 ученика стадии заложения фундамента уже мертвы. Неужели этот человек может создавать двойников или обладает какой-то другой непостижимой техникой? Кажется, мы недооценили то, на что способен культиватор зарождающейся души. Не думаю, что культиваторам секты духовного призрака повезло больше. Если бы я знала, то нам было бы лучше путешествовать вместе. Глава 667. Шестикрылая ледяная многоножка. Хотя Хань Юнь испытывала легкое сожаление по поводу своего предыдущего решения, она знала, что теперь она ничего не может с этим поделать. Она глубоко вдохнула и выплюнула полупрозрачную, пылающую жемчужину. Жемчужина стала вращаться вокруг нее, а затем упала на голову большой птицы и закрепилась в таком положении. Женщина крепко стиснула руки в жесте заклинания и указала на жемчужину с торжественным выражением на лице. Как только жемчужина выпустила ослепительное сияние, птица подняла голову и закаркала. Внезапно гигантская белая птица взмахнула крыльями и метнулась вперед на невероятной скорости. Хань Юнь не смела прекратить использовать эту технику, а цвет ее лица побледнел. Было очевидно, что этот секретный метод обильно расходовал ее жизненную силу, но, учитывая, насколько нынешние обстоятельства, у нее не было выбора, кроме как использовать ее. Вскоре после того, как она воспользовалась этой секретной техникой, она услышала раскаты грома позади себя. Она встревожилась, осознав, что культиватор зарождающейся души догнал. Она уже достигла максимальной скорости, которую только могла использовать. Ранее она культивировала технику, не обладающую мощными способностями, чтобы быстрее войти в стадию формирования ядра, поэтому все, что она могла сделать, это активировать защитный барьер. Через несколько секунд на расстоянии 40 метров перед женщиной мелькнула вспышка с раскатами грома, внутри которой был силуэт мужчины в лазурной одежде.
Мужчина безмолвно поднял руку и выпустил полоску ослепляющего лазурного света. На лице Хань Юньчжи появилось отчаяние, и она тут же закрыла глаза перед лицом неминуемой смерти. «Это ты?» В тот момент, когда силуэт четко увидел ее внешность, он вскрикнул от удивления. Свет от его руки затуманился мгновенно. Хань Юньчжи была озадачена этим. Она хотела было рассмотреть его повнимательнее, но фигура мужчины вспыхнула серебряным светом и исчезла. Хань Юньчжи была в недоумении на мгновение, но вдруг услышала позади себя раскат грома и все поняла. Не успела женщина развернуться, как ее световой барьер был разрушен, а затем последовал удар золотой молнии. Хань Юньчжи внезапно почувствовала, что ее тело оцепенело и что она упала с птицы. В тот же момент она почувствовала себя в объятиях мужчины, и постыдная ярость загорелась у нее в груди, но в следующую секунду она потеряла сознание. Хань Ли взглянул на женщину в своих руках и слегка улыбнулся. Спустя неизвестный промежуток времени Хань Юньчжи медленно открыла глаза, и перед ней предстало синее безоблачное небо. Затем она ошеломленно огляделась по сторонам и поспешно встала, обнаружив, что сейчас она на какой-то небольшой горе. Ее большая белая птица лежала рядом без сознания. Хань Юньчжи поспешно подошла, чтобы проверить ее состояние. К счастью, на птицу было наложено простое ограничительное заклинание, которое было легко развеять. Затем женщина разбудила птицу и вздохнула с облегчением, а затем тут же попыталась покинуть это место. Кажется, она была недалеко от того места, где она потеряла сознание, но казалось, что прошло слишком много времени. Хань Юньчжи пребывала в недоумении, а затем подумал о чем-то ужасном. Она поспешно осмотрела свою одежду и тело, все выглядело в порядке. Кроме того, магические сокровища внутри ее тела и сумка для хранения были нетронутыми. Это действительно ошеломило Хань Юньчжи. Мало того, что ее не убили, но она совершенно не пострадала. Она совершенно не понимала, что происходит. Хань Юньчжи вспомнила, что произошло до того, как она упала в обморок. Культиватор зарождающейся души крикнул в шоке, показывая выражение недоумения. Неужели культиватор зарождающейся души узнал ее? Неужели они раньше были друзьями? Однако она не могла вспомнить, что когда-либо встречала культиваторов зарождающейся души из другой секты. К сожалению, этот человек слишком быстро продвинулся, так что она не смогла рассмотреть его, а по голосу она была не в состоянии понять что-либо. Хань Юньчжи задумалась некоторое время, но она не смогла придумать никаких ответов. Вскоре она вытащила из своих халатов нефритовый диск и одним движением сделала жест заклинания. Пробормотав несколько слов, полоска белого света ударила по нефритовому диску, и мерцание зеленого света показало, что остался только один пятнышко красного света. Хань Юньчжи напряженно нахмурилась. Она запаниковала от мысли, что культиватор зарождающейся души так легко поймал. Ее младшая боевая сестра Лю была либо убита, либо была вне диапазона ее магического сокровища. Казалось, что она единственная, кто выжил. Она слегка вздохнула и убрала свое магическое сокровище, а затем улетела на своей птице. В тот же самый момент Хань Ли летел в воздухе, держа женщину на руках. Он взглянул на нее с совершенно спокойным выражением. Вскоре после того, как он вырубил Хань Юньчжи, он сразу же сменил направление и последовал к другому культиватору секты контроля над призраком. Когда эта женщина увидела, как Хань Ли преследует ее, она запаниковала и бросила на него крылатую сороконожку длиной несколько футов. Эта сороконожка была довольно необычной. Его тело светилось темно-черным светом, а спине было два белоснежных крыла. Как только она покинула сумку для хранения духовного зверя, от нее мгновенно распространилась морозная аура, в результате чего появился ожесточенный вид. Хань Ли изначально был ошеломлен, увидев это, но тут же пришел в себя. Если он не ошибался, это экзотическое насекомое было 8-го ранга, крылатая ледяная сороконожка. Эта сороконожка, точно, как и его золотые прожорливые жуки, было древним насекомым. Эти сороконожки были в отдаленном родстве с ледяными драконами, поэтому их тело становились белоснежными после полной эволюции, а на спине вырастало 6 крыльев. Они изрыгали ледяную ци и могли заморозить ей что угодно в радиусе 50 километров. Однако эти сороконожки были равны по силе его золотым прожорливым жукам, но, в отличие от его жуков, они были еще незрелыми. Ледяная ци, которую они извергали, могли быть проблемой для обычных культиваторов, но для Хань Ли, который ранее усовершенствовал небесное ледяное пламя, не было повода для беспокойства. Хань Ли тут же распространил свое духовное чутье. Он тут же смел ледяную ци одним взмахом рукава и притянул ее к себе, что поразило Лю. Он воспользовался этой возможностью, чтобы схватить женщину с помощью молниеносного движения, и тоже вырубил. Без команды духовного чутья хозяина сороконожки вернулись в свои сумки для хранения.
Хань Ли взглянул на красивую женщину в его объятиях и смутился. Убить женщину было проще простого, однако в этом случае он не смог бы приобрести этих шестикрылых ледяных сороконожек. Как правило, пользователи духовных зверей и насекомых устанавливали самоуничтожающиеся ограничительные заклинания, чтобы гарантировать, что их животные попадут в руки их убийц. Как только их хозяин внезапно умирал, их душа рассеивалась, а духовный зверь самоуничтожался. Естественно, если культиваторы чувствовали, что их жизненный путь приближается к концу и хотел передать этих животных своим преемникам, они избавятся от этих ограничений. Например, Хань Ли также наложил такие ограничительные заклинания на своих жуков. Поскольку Хань Ли хотел приобрести этих сороконожек, он не мог убить женщину. Его интересовал метод контроля над насекомыми. В конце концов, секта контроля над призраками была известна во всем небесном южном регионе за умение контролировать духовных зверей и насекомых. Хань Ли был уверен, что у них был богатый опыт в контроле над насекомыми и наверняка владели секретной техникой, способной лучше контролировать жуков. С этой мыслью Хань Ли положил на ее тело несколько талисманов, чтобы ограничить ее духовную силу и не дать ей очнуться. Затем он унес женщину, превратившись в полоску лазурного света. Между тем, когда Хань Ли увидел Хань Юньчжи, он тут же вспомнил, что в юности встречался в ней, поэтому он не смог ударить ее. В конце концов, он не был бессердечным человеком по своей природе. Во всяком случае, Хань Юньчжи не видела его настоящего лица, и ей нечего было сообщить, когда она вернется к мастеру. И к тому моменту, когда он вернется в государство Си, даже если эти вопросы будут раскрыты, что ему могут сделать секта контроля над призраками и секта духовного призрака, альянс небесного Да и дьявольского Да и без того враждебно относились друг к другу. Если бы мастер секты небесного демона атаковал священное место горы, мечтательного облака, это бы серьезно оскорбило 3 секты с этой горы. Поскольку одна секта была неспособная победить другую, они не посмели бы действовать так открыто, а только ограничились бы угрозами. Хань Ли прекрасно знал об этом, но на данный момент ему было бы лучше поторопиться, чтобы не оказаться в окружении других культиваторов зарождающейся души. С этой мыслью Хань Ли бессознательно увеличил свою скорость. Глава 668. Призрак зарождающейся души 5 элементов. Когда несколько культиваторов секты духовного призрака погибли, в тайной комнате на старой базе секты маскирующейся луны появился культиватор в черном, который только что покинул свое уединение. Когда несколько его наиболее способных учеников одновременно погибли, эксцентрик не мог делать вид, что ничего не происходит. Он безмолвно выпустил несколько талисманов передачи голоса, передавая известие о трагическом конце его учеников в побочной ветке секты духовного призрака государства Юэ. Он собирался лично отправиться и узнать, кто посмел, чтобы убить учеников разделенной души. Однако он все же опоздал. Прежде чем секта духовного призрака и дьявольская Да начали широкомасштабный поиск, Хань Ли уже покинул государство Юэ и отправился в государство Юаню. В итоге разделенной душе не удалось ничего разузнать, он только знал, что его ученики были неизвестным культиватором зарождающейся души, который уже покинул страну. Несмотря на свою праведную ярость, он ничего не мог поделать. 10 дней спустя Хань Юньчжи вернулась в великие духовные горы государства Тяньло. В настоящее время она стояла перед входом в каменную комнату, не смея войти внутрь. Она должна была лично объяснять случившееся, прося прощения у старшего. Ты сбежала на расстоянии более 100 километров. И ты была единственной оставшейся в живых среди нашей секты и культиваторов секты духовного призрака. Слова старшего поразили ее как гром среди ясного неба. Так и есть, боевой старший. Я и младшая боевая сестра Лю бежали в рассыпную, спасая свою жизнь, но только мне удалось выжить. О местонахождении других мне неизвестно, но, вероятно, их тоже убили. По какой-то неизвестной причине она решила скрыть, что тот культиватор зарождающейся души не стал ее убивать. Она лишь мельком сказала, что ей удалось бежать. Поскольку этот человек смог захватить призрака зарождающейся души, этот человек, скорее всего, культиватор зарождающейся души. Но то, что он смог отследить вас за 50 километров, это просто невероятно. Согласно тому, что я знаю, на такое способны всего лишь несколько культиваторов на поздней стадии зарождающейся души во всем небесном южном регионе. Неужели этот человек один из тех бессмертных ублюдков? Голос старика стал угрюмым, но в нем был слышен страх. Это все, что я знаю. Из-за чрезвычайно мощного духовного чутья этого человека я не посмел его преследовать. Я почувствовал, что он покинул государство Юэ. Он направился на север через государство Юаньу, в направлении праведного Даа и Альянса Небесного Даа. Вот почему я не посмела преследовать его. В конце концов, я не смогла выяснить, кто он, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как вернуться в секту. Пожалуйста, простите меня, боевой старший.
Ты ни в чем не виновата, за что ты извиняешься? Если бы этот человек был на самом деле на поздней стадии зарождающейся души, даже я не стал бы его преследовать. Тебе повезло, что ты осталась в живых. Я и представить себе не мог, что он окажется эксцентриком, вот почему я послал тебя с Лю Юй. Кроме того, со временем мы бы все равно не смогли выслеживать местоположение зарождающейся души, несмотря на твою чудесную технику. Сейчас тебе лучше отдохнуть. Кроме того, похоже, что младший боевой брат Хань покинул уединение. Может, тебе стоит навестить его. Большое спасибо за понимание, боевой старший. Мне пора. Поклонившись, он внутренне вздохнул с облегчением и вышел из комнаты. После ухода Хань Юнь же в комнате воцарилась тишина. Через мгновение старик повернулся к пустому углу комнаты. Вы считаете, что ваша младшая боевая сестра говорит правду? Если бы появился культиватор на поздней стадии зарождающейся души, вряд ли ей бы удалось сбежать просто так, равнодушно проговорил старик. Не успел старик сказать это, как из-за угла появилась вспышка света. Мужчина средних лет с густыми бровями и большими глазами почтительно ответил: «Боевой старший, я использовал секретную технику, чтобы проверить сердцебиение младшей боевой сестры Хань. По большей части оно было спокойно, за исключением момента, когда она упомянула о побеге. Я полагаю, она скрыла что-то, связанное с ее побегом». Старик глубоко вздохнул и мрачно фыркнул. Так я и думал. Если бы она не была потомком младшего боевого брата Хань, я бы использовал технику поиска души на ней, чтобы увидеть, что она скрывает. Но из соображений, касающихся ее отношений с младшим боевым братом Хань, я не могу использовать эту технику на ней. В конце концов, младший боевой брат Хань очень любил ее. Он даже потратил большую часть своей жизненной силы, чтобы использовать небесное искусство, чтобы очистить ее сущность ради того, чтобы она смогла войти в стадию формирования ядра. Но поскольку она не скрывала ничего особо важного, в этом нет ничего такого. Однако это довольно хлопотно, раз древесный призрак зарождающейся души попал в руки неизвестного. Хорошо, что двое других не были схвачены. Помните, древесного призрака зарождающейся души мы использовали в качестве запасного. Хотя он был немного уступает, его вырастили для исследований. Я действительно не знаю, наступит ли день, когда появится призрак зарождающейся души 5 элементов. Мужчина средних лет искренне сказал: «Тайное искусство зарождающейся души 5 элементов — великолепная техника, которая была утрачена сектой. Если бы не земной призрак зарождающейся души, которого боевой старший смог случайно создать несколько лет назад, я боюсь, что секта до сих пор не способна собрать всех призраков зарождающейся души 5 элементов. Только когда призраки зарождающейся души будут подготовлены должным образом, их можно будет соединить с телом ученика с помощью секретной техники. Когда мы заполучим 5 культиваторов зарождающейся души, наша секта контроля над призраками сможет победить секту гармоничной связи в борьбе за власть и главенствующее положение в дьявольском Даа. Однако, хотя у них есть культиваторы зарождающейся души, им не хватит продолжительности жизни. Что касается древесного призрака зарождающейся души, оказалось, что он был действительно усовершенствован слишком рано. Он был самым жестоким среди всех, и его было трудно приручить. Говорилось, что ранее он поглотил одного из культиваторов зарождающейся души нашей секты. Было бы очень сложно соединить его с телом, так что, может, нам даже повезло, что мы потеряли его. Хех. Я отлично об этом знаю. Последний раз древесным призраком у зарождающейся души несколько удалось завладеть более 1000 лет назад. Более того, он пробрался в павильон скрытых писаний и изучил множество секретных техник, что позволило ему заполучить множество мощных техник, чтобы избегать ограничительных заклинаний. Если бы не культиватор зарождающейся души на поздней стадии, который смог подавить его, мир бы уже давно погрузился в ужасающее бедствие. Однако, я считаю, что если бы этот призрак зарождающейся души смог слиться с учеником на средней стадии зарождающейся души, культиватор бы смог овладеть его способностями. Хотя вероятность этого крайне мала, не хочется отказываться от этого. Это довольно забавно. Не только невозможно усилить духовную силу призрака зарождающейся души 5 элементов духа, но и на самом деле нужно ослабить уровень культивации призрака зарождающейся души, чтобы предотвратить обратную реакцию на душу ученика, когда он будет сливаться с ней. Вот почему мы отправили группу людей, чтобы захватить древесного призрака зарождающейся души и усовершенствовать его тело в долине Золотой Засухи государства Юаню. Когда мужчина средних лет услышал это, он хотел было сказать нечто утешительное, но, подумав об этом, решил промолчать с горькой улыбкой на лице. Через месяц Хань Ли наконец прибыл в государство Си и вернулся в свою собственную пещерную резиденцию. Хань Ли вздохнул и поместил женщину по имени Лю в комнату для медитации, а затем навестил Мупелин. Хань Ли был доволен тем, что она продолжала свое уединение, и затем решил навестить 2 старейшин секты дрейфующего облака, чтобы сообщить о возвращении. 2 культиватора зарождающейся души были рады возвращению Хань Ли и стали расспрашивать о его путешествиях.
Хань Ли не стал все им рассказывать, но сказал, что убил нескольких учеников секты Духовного Призрака и учеников секты Дьявольского Пламени. Однако старейшины отреагировали совершенно неожиданно, они похвалили его. Оказалось, что они оба имели свои счеты с праведным и дьявольским Даа. Седовласый старик, в частности, был вынужден использовать секретную технику, чтобы спасти себя в предыдущем сражении. Это нанесло большой вред его жизненной силе, которая до сих пор не восстановилась, так что действия Хань Ли позволили им так выразить свою обиду. Хань Ли расслабился, услышав это, и еще какое-то время поболтал с ними, а затем отправился в свою пещерную резиденцию. На обратном пути он размышлял о том, как ему поступить с красоткой в белой одежде. Очнувшись, женщина по имени Лю была ошеломлена, увидев чьё-то незнакомое лицо прямо перед собой. Она тут же вскочила и стала пятиться назад, пока не врезала спиной в стену. В тот момент она поняла, что на нее уставилась красивая молодая женщина с улыбкой на лице. Лю тут же повернулась и обнаружила, что была запечатана в каменной комнате, в которой не было ничего, кроме круглого молитвенного коврика. Женщина проговорила спокойным тоном: «Госпожа Даос, вам ни о чем беспокоиться, я только хочу отвезти вас к мастеру». Лю Юй все еще была в помутнении сознания, поэтому не понимала, что происходит. Она была в растерянности и спросила: «Мастер? Кто он? Где я?» Серебряная луна взглянула на испуганную женщину и сказала спокойным голосом: «Если вы пойдете со мной, вы получите ответы на все ваши вопросы. Пока я могу сказать, что вы сейчас на горе мечтательных облаков государства Си. Вы должны знать, где это». Лю Юй тут же поняла все и несколько вскрикнула: «Гора мечтательных облаков в государстве Си? Вы член Альянса Небесного Даа?» Глава 669. Лю Юй. Серебряная луна пристально взглянула на нее и сказала: «А вы довольно сообразительная. Это место принадлежит секте дрейфующего облака Альянса Небесного Да. Но вам лучше поторопиться и не заставлять моего хозяина ждать, отлично? Я сама хочу увидеть старшего. Мне придется попросить вас показать мне дорогу». Женщина в белом быстро пришла в себя, что очень удивило лисицу. Серебряная луна слегка улыбнулась и изящно вышла из комнаты, а за ней последовала женщина в белом. Через мгновение обе женщины прибыли в большой зал. Хань Ли сидел в каменном кресле, глядя на большой световой барьер желтого света в центре комнаты, которым был заточен духовный зверь, что безуспешно пытался вырваться наружу. Лю Юй пристально взглянула на духовного зверя и обнаружила, что это был зеленый бык с чешуйками на спине и серебряными копытами. Это был редкий железный носорог. Хотя этот духовный зверь не был выжившим представителем древней расы, это все равно был чрезвычайно редкий зверь в мире культивации. У недавно уничтоженного клана Фу в государстве Юаню был такой зверь. Недавно уничтоженный клан Фу сохранил такого зверя. Неужели это был тот самый зверь? Если бык был тем же самым, то человек перед ней — тот, кто уничтожил клан Фу. Лю Юй мысленно испугалась свирепости Хань Ли. Поскольку ее захватил культиватор зарождающейся души, от этого нельзя было ждать ничего хорошего, она также была поражена тем, что Хань Ли выглядел как юноша. В конце концов, мужчины редко культивировали техники сохранения молодости. К моменту достижения поздней стадии зарождающейся души мужчины обычно уже достигали среднего возраста. Конечно, эти культиваторы среднего возраста часто были намного старше того, как выглядели. Однако это было потому, что из-за высокого уровня культивации они старели медленнее. Вот почему к старшим обычно обращались как к боевому дяде или к боевому предку. В этот момент серебряная луна встала перед Хань Ли с торжественным выражением на лице и сказала: «Мастер, я привела госпожу из секты контроля над призраком». Хань Ли кивнул и сказал: «Можешь идти». «Да, мастер», — с улыбкой ответила серебряная луна и вышла из зала. Они оба знали, что она не может долго находиться в человеческой форме. Лю Юй взволнованно приблизилась к Хань Ли и грациозно поклонилась. Ее внешность источала изящество и послушание. Хань Ли холодно взглянул на женщину, а затем перевел свой взгляд на железного единорога внутри светового барьера. Внезапно из его пальца вылетела искра молнии, пробилась сквозь барьер и вырубила зверя. Тело железного носорога обожгло электричеством. Издав вопль, он рухнул на бок, в то время как ноги его продолжали дергаться в конвульсиях. При виде этого дружелюбное выражение Лю Юй слегка изменилось, но тут же пришло в норму. Однако Хань Ли чувствовал, что ее сердцебиение стало немного быстрее, чем раньше. В этот момент взгляд Хань Ли повернулся к женщине в белом и спросил: «Как тебя зовут и почему ты преследовала меня?» Я еще мог бы понять, будь ты из секты Дьявольского Пламени или Духовного Призрака, но не припомню, чтобы оскорблял кого-то из секты контроля над призраком.
Лююй была ошеломлен, услышав вопрос Ханьли, и выражение ее лица слегка исказилось. Она прикусила губу и мягко ответила: «Старший захватил нашего древесного призрака зарождающейся души. Следить за вами — приказ моей секты. Я совершенно не пыталась вас оскорбить, я действовала согласно приказу». Учитывая удивительные способности культиватора зарождающейся души, эта женщина прекрасно понимала, что, если она не скажет правду, он может использовать на ней какую-нибудь секретную технику, чтобы выведать информацию. Разумеется, подобные техники всегда повреждали душу и сознание, а она не желала становиться живым овощем. Ханьли нахмурился и сразу вспомнил чудовищный маленький силуэт, древесный призрак зарождающейся души. «Ты говоришь об этом зеленом демоне?» Лююй с горькой улыбкой сказала. «Верно, это призрак зарождающейся души. Изначально он был создан нашей сектой контроля над призраками, он был чрезвычайно важен для нас, но мы и представить себе не могли, что он сбежит и попадет к вам в руки». Взгляд Ханьли вспыхнул, и он холодно проговорил: «Создано твоей сектой. Я считал, что это воплощение демона. Однако, мне пришлось с ним изрядно повозиться. Без меня группа твоей секты не смогла бы с ним справиться». Лююй смутилась, услышав это, но не знала, что сказать. К счастью, Ханьли вдруг задал другой вопрос: «Как ты выследила этого призрака зарождающейся души? Неужели ты использовала какую-то технику?» «Странно, что я не смог обнаружить это духовным чутьем. Дело не в секретных техниках или ограничительных заклинаниях на призраке. Я и моя старшая боевая сестра культивируем секретную технику, благодаря которой мы способны ощущать в определенном диапазоне. Если он окажется слишком далеко, скажем, на 100 тысяч километров, ни я, ни моя старшая боевая сестра не сможет засечь его». Лююй честно ответила на все вопросы и даже взяла на себя инициативу рассказать некоторую приватную информацию. Услышав это, Ханьли кивнул головой. Независимо от того, говорила ли она правду, тактичность этой женщины была ему довольно приятной. Однако его следующий вопрос стал для нее большим потрясением. «Раз твоя секта потратила на этого призрака огромные ресурсы, значит, он чрезвычайно полезен. Почему бы тебе не рассказать мне об этом?» Проговорил Ханьли, прищурив глаза. В его взгляде был холодный блеск. Лицо Лююй вдруг дернулось, когда ее взгляд встретился с ледяным выражением Ханьли. Она вздрогнула и неохотно ответила: «Древесный призрак зарождающейся души действительно может быть очень полезен. С помощью определенной техники культиватор с древесными духовными корнями может слиться с ним и сделать его своей собственной зарождающейся душой. Обладая его способностью, нет необходимости конденсировать свою собственную зарождающуюся душу, поскольку можно будет напрямую использовать силу призрака». Она не стеснялась разглашать секретные дела секты, хотя и знала, что это вызовет проблемы по ее возвращению в секту. Однако она понимала, что если не будет говорить, то не выживет. Этот культиватор зарождающейся души определенно не был из тех, кто пожалел бы женщину, так что сейчас она могла беспокоиться только о своей собственной безопасности. Ханьли был поражен ее словами, но тут же пришел в себя и сказал: «Хочешь сказать, что эта техника может помочь легко войти в стадию зарождающейся души? Раз так, то почему твоя секта контроля над призраками еще не захватила власть в дьявольском Да? Эта техника не может быть ниже тех, что использует секта гармоничной связи. Неужели с этой техникой связано какое-то ограничение?» Лююй спокойно ответила: «Вы очень проницательны. Призрак зарождающейся души — это не то, что можно создавать в больших количествах. Хотя эта секретная техника была давно обнаружена, создать такой призрак невероятно сложно. Мало того, что для этого нужны невероятно редкие материалы, так еще и не каждому под силу создать его. Только старейшинам, долгожителям стадии зарождающейся души под силу создать их. Кроме того, появление каждого призрака зарождающейся души практически случайность. За несколько десятков попыток может и не быть ни одного успешного опыта. Великий метод слияния также требует использования призраков зарождающейся души 5 элементов, без него ничего не получится. Наша секта контроля над призраками накапливает этих призраков, но на сегодняшний день их всего 7. Долгое время нам не хватало золотого призрака зарождающейся души, но недавно его удалось создать. Таким образом, секта сразу же выбрала 10 культиваторов формирования ядра в качестве кандидатов для слияния с призраком зарождающейся души и культивации связанных с этим техник. По мере нашего продвижения будут выбраны 5 для предстоящей церемонии слияния. Хотя выражение лица Ханьли ничуть не изменилось, его сердце дрогнуло. Он погладил себя по подбородку. Спустя какое-то время он сказал: «Поскольку эти культиваторы смогли обмануть свой путь стадии зарождающейся души, наверняка есть недостатки». Ханьли сразу же вспомнилось несколько аналогичных методов с культивацией формирования ядра. Очевидно, что культивация зарождающейся души тоже не была простым делом. Старший прав.
Хотя я не знаю всех недостатков, я знаю, что продолжительность жизни культиваторов, которые слились с призраком зарождающейся души, по-прежнему остается такой же, как и у культиваторов формирования ядра. Кроме того, культиватор утрачивает свою истинную возможность сконденсировать зарождающуюся душу, используя эту секретную технику. Уровень культивации также не будет расти, как и продолжительность жизни. Тем не менее, есть еще много преимуществ. Поскольку Хань Ли затронул эту тему, женщина решила рассказать ему все сразу. В конце концов, было бы хуже, если бы она решила умолчать. Глава 670. Ледяное светло-голубое пламя. Благодаря объяснениям женщины, Хань Ли имел общее представление о древесном призраке зарождающейся души, которого он захватил. Он напоминал его плачущую душу, который являлся духовным объектом, созданным человеческими руками. Однако было очевидно, что это был злобный призрак, способный поглощать первородные души культиваторов. Этим он сильно отличался от плачущей души. Внезапно взгляд Хань Ли дрогнул, и он снова заговорил с женщиной. Эта шестикрылая ледяная сороконожка довольно необычная. Откуда она у тебя? Учитывая твой нынешний уровень культивации, ты не смогла бы поймать древнее насекомое. Неужели тебе помог кто-то из старших? Лю Юй была удивлена таким вопросом, но, отбросив в сторону свои озадаченные мысли, она ответила: «Вы знаете, что у меня насекомое. Я нашла яйца этого насекомого в заброшенной пещерной резиденции древнего культиватора. Я изначально считала, что эти яйца мертвы, но, перепроверив несколько раз, я обнаружила несколько живых зародышей. Однако старшие моей секты предупредили меня, что это древнее животное, которое будет сложно контролировать, когда оно полностью достигнет зрелости. Но даже при соблюдении правильных условий, они все равно бы выросли не раньше, чем через 1000 лет. Никто из культиваторов не захотел брать их себе. Я уже сейчас считаю, что их способности впечатляющие, хотя он еще не достигли зрелого возраста. Вот почему я решила сохранить их. Вас интересуют эти насекомые, несмотря на его нынешний уровень культивации. Даже культиватор зарождающейся души не живет дольше 1000 лет. Неужели вы хотите потратить столько времени и сил, чтобы взрастить этих насекомых? Мысли Лю Юй все еще оставались в недоумении. Хань Ли посмотрел на нее и спокойно сказал то, что заставило сердце женщины задрожать. Они меня интересуют потому, что у меня есть способ заставить расти в 2 раза быстрее. Не хочешь поменяться со мной? В глазах Лю Юй сверкнул яркий свет, и она кокетливо ответила: если старший хочет, чтобы я сделала что-то, пожалуйста, не стесняйтесь сказать об этом. Хань Ли проигнорировал ее заигрывание и сказал: я могу помочь тебе взрастить твоих сороконожек, но все яйца, которые они отложат, будут принадлежать мне. Я использую их по своему усмотрению. Кроме того, я слышал, что техники контроля над насекомыми секты контроля над призраками довольно оригинальны. Ты бы могла обучить меня им техника контроля над насекомыми. На лице Лю Юй застыла улыбка. Высокоранговые секретные техники контроля над насекомыми и животными были чрезвычайно важны для любой секты. Это считалось актом предательства, если кто-то вдруг стал их разглашать посторонним. Хотя она была готова подчиниться Хань Ли, чтобы сохранить свою жизнь, услышав его, ее лицо изменилось. Она горько выругалась в своем сердце. Лю Юй взглянула на Хань Ли и с тревогой проговорила: старший должен знать, что, если я расскажу о техниках моей секты, я потеряю свою душу. Вы прекрасно знаете, что это значит. Когда я получу яйца и технику, насекомых ты можешь оставить себе бесплатно. Я не собираюсь тебя останавливать. Мир большой, ты можешь пойти куда угодно. Что тебя держит в этой секте? Хань Ли говорил об этом так, будто это были тривиальные вещи. Выражение Лю Юй дрогнуло, услышав его. Спустя какое-то время она наигранно улыбнулась и сказала: вам легко говорить, но я прекрасно понимаю свою ситуацию. Если я стану бродячим культиватором, у меня не останется ни одного шанса стать культиватором зарождающейся души. Кроме того, я уже знаю, кто вы и где находитесь. Разве старший позволит мне просто так уйти? Боюсь, я умру, когда уйду. Выражение лица Хань Ли никак не изменилось на слова девушки, и он равнодушно сказал: что ты имеешь в виду? Ты обвиняешь меня в том, что я не сдержу свое обещание, или пытаешься меня шантажировать? Лю Юй покачала головой и сказала: шантажировать? Разве я могу? Я просто пытаюсь защитить себя. Как ты собираешься это делать? Лю Юй изящно склонила голову. Если старший не сочтет это за грубость, то я хотела бы стать вашей ученицей. Считаете ли вы это приемлемым? Ты хочешь стать моим учеником? Хань Ли был потрясен. Да, с вашим уровнем культивации я более чем готова стать вашей ученицей. В этом случае я получу вашу защиту и с легкостью смогу раскрыть секретные техники секты контроля над призраками.
«Если же вы меня убьете, моя секта будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь», смело заявила женщина в белом. Хань Ли нахмурился, почесал свой подбородок и равнодушно сказал: «Судя по тому, что ты сказала, мастер секты контроля над призраками еще не сделал тебя своей ученицей. Но если ты станешь моей ученицей, не будет ли у тебя проблем с твоим кланом? Неужели ты забыла, что Альянс Небесного Да и Дьявольская Да враждебно настроены по отношению друг к другу?» Люи спокойно ответила: «Начиная от стадии заложения фундамента до стадии формирования ядра, у меня никогда не было мастера. Мне лишь везло. О клане тоже не стоит беспокоиться, поскольку я его единственный представитель. В моем клане так редко появлялись культиваторы, что в итоге в живых осталась только я». Хань Ли загадочно улыбнулся и сказал: «Если ты хочешь стать моей ученицей только ради защиты, так тому и быть. Но я должен сказать, что мне придется наложить на твою душу ограничительное заклинание. Кроме того, я не буду помогать тебе в твоей культивации, иначе говоря, то, что ты станешь моей ученицей, чистая формальность. Может, ты войдешь в секту дрейфующего облака по собственной инициативе, что скажешь?» Люи ответил без колебаний: «То, что старший собирается наложить на мою душу ограничительное заклинание, вполне естественно. В конце концов, я была культиватором секты контроля над призраками. Я совершенно не против, если старший не будет помогать мне в моей культивации, поскольку всю свою жизнь мне приходилось рассчитывать только на себя». Она, похоже, придерживалась того же пути горького совершенствования, что пережил Хань Ли. Поскольку женщина так легко согласилась, в глазах Хань Ли мелькнуло странное выражение. Немного подумав, он кивнул: «Хорошо. Поскольку ты согласна на эти условия, я, естественно, выполню свои условия договора и отведу тебя завтра к 2 другим старейшинам секты дрейфующего облака. Ты войдешь в секту под другим именем. Большое спасибо вам за доброту, старший». Услышав это, Люи почувствовала облегчение от осознания своей безопасности и поспешно поблагодарила Хань Ли. Хань Ли махнул рукой и сказал: «Возвращайся в тихую комнату и отдыхай. Позже я удалю ограничительное заклинание из твоей магической силы». Еще раз выразив благодарность, она почтительно вышла из зала. Вспышка желтого света появилась на одной из стен зала, являя серебряную луну в ее человеческом обличии. Хань Ли взглянул на нее и спросил: «Почему ты все еще в человеческой форме? Я добилась больших успехов в культивировании своего тела лисы. Разумеется, что продолжительность времени, в течение которого я могу находиться в этом теле, тоже увеличилась. Однако, мастер, вы действительно планируете взять эту девушку себе в ученицы?» Помнится, что мастер раньше не нравилась эта идея, потому что это могло вызвать проблемы и помешать вашей культивации. Неужели для вас так важны эти шестикрылые ледяные сороконожки? Кроме того, информацию о технике контроля над насекомыми вы можете узнать, просто используя технику поглощения снов, озадаченно проговорила женщина. Хань Ли облокотился на спинку стула и проговорил с ленивым выражением на лице: «Ты все верно подметила. Шестикрылые ледяные сороконожки действительно очень ценны для меня. Судя по моей нынешней скорости усовершенствования небесного ледяного пламени, искра за раз, мне понадобится много времени на его завершение». Серебряная луна немного поколебалась и спросила: «Знаете, как долго, по правде говоря, потребуется, по крайней мере, 200 лет, чтобы усовершенствовать все пламя, учитывая, что между каждой искрой должен быть год перерыва? Это займет слишком много времени, но шестикрылые ледяные сороконожки способны значительно сократить время, затрачиваемое на усовершенствование пламени. Кроме того, я смогу применить кое-какой фантастический эффект на небесное ледяное пламя». Хань Ли поднял руки и протянул пальцы на каждой. Под изумленным взглядом серебряной луны каждый кончик его пальца мерцал светло-голубым светом. В мгновение на его пальцах загорелось сверкающее ледяное пламя, которое переливалось словно бриллианты. Затем оно зависло над кончиками пальцев. Серебряная луна удивленно вскрикнула: «Это...» Хань Ли спокойно выдохнул, выплюнув облако лазурной ци на ледяное пламя. Внезапно ледяное светло-голубое пламя в пятнышке звездного света и начало смешиваться. Вскоре после этого раздался приглушенный хлопок, и пламя вдруг осветило собой всю комнату. Изнутри лазурной ци появилась маленькая, фиолетовая, пламенная птица и начала порхать крыльями. Она летала кругами и выглядела довольно изящно. Хань Ли удивился при виде фиолетовой птицы такого большого размера. В глубине его глаз можно было разглядеть волнение. «Серебряная луна, ты помнишь священное пламя Асуры, что использовал старый костяной мудрец?